Сегодня будем готовить сразу два варианта закусок из селедки. Этот рецепт для тех, кто, как и я, обожает селедку и у кого она частый гость на столе. А может быть, вы только начинаете знакомство с тем, что можно приготовить из этой замечательной рыбки. Тогда вас также может это заинтересовать. Итак, сегодня готовим два варианта закусок. Обе получаются очень яркими и подходят как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Начнем с первого варианта. Для него нам понадобится отварная свекла. Я ее заранее сварила. Натираю свеклу на мелкой терке. Возьму сито и отправлю туда свеклу, чтобы лишняя жидкость стекла. Здесь буду разделывать рыбу сразу для двух рецептов. Сегодня у меня селедка с головой. Убираю голову, хвост, плавники. Теперь удаляю внутренности и разделываю на филе. Кладу рыбу на разделочную доску, делаю надрез вдоль спинки прямо по хребту. Аккуратно отделяю одну половинку от костей и отделяю второе филе. Удаляю мелкие косточки. Если у вас есть специальный пинцет для рыбы, отлично. Если нет, подойдет и обычный нож. Для первого рецепта нарезаю одно филе на небольшие кусочки. Отправляю пока в холодильник. Теперь займемся хлебом. Беру черный хлеб, нарезаю ломтиками, отправляю на гриль или сковороду. Заметила одну особенность. Когда хлеб слегка подсушен, он не так быстро впитывает сок от овощей, и закуска дольше держит форму. Особенно если готовить немного заранее. Пока хлеб подрумянивается, проверим нашу свеклу. Сок стек. Отправляю свеклу в миску. Теперь беру два отварных яйца. Натираю на мелкой терке. Можно натереть и на крупной, но мне больше нравится мелкая. Текстура получается более нежной. Список всех продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под видео. И сразу сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Не забудьте поставить лайк после просмотра видео. Так больше людей увидят этот рецепт. Добавляю к свекле и яйцам майонез. И немного соуса хрен. Он придаст пикантность нашей закуске. Если не любите острое, можете добавить совсем чуть-чуть или вообще обойтись без него. Немного соли. Селедка сама по себе может быть соленой, поэтому лучше не досолить, чем пересолить. Попробуйте и регулируйте по своему вкусу. Хорошо перемешиваю. Гренки уже готовы. Теперь собираем нашу закуску. На каждый кусочек хлеба щедро накладываю свекольную массу. Сверху кладу кусочки селедки. Можно украсить ягодами и веточкой зелени. Кстати, в заставках к этому видео я оставлю вам еще несколько похожих рецептов, а в описании найдете много интересного. Заглядывайте почаще на мой канал. Здесь регулярно появляются вкусные, интересные и, главное, простые рецепты, которые украсят ваш стол. Получилась яркая, сочная, с интересным сочетанием вкусов. Свекла дает сладость, хрен остроту, селедка соленость. Очень гармонично. Теперь переходим ко второму варианту – закуска на багете. Для него возьму репчатую луковицу среднего размера. Нарезаю мелким кубиком, чем мельче нарежете, тем лучше. Ставлю сковороду на средний огонь, кладу сливочное масло. Лук должен именно томиться в нем, а не жариться. Отправляю лук на сковороду. От того, как вы приготовите лук, будет зависеть весь вкус закуски. Я советую обжаривать медленно, на среднем огне, до прозрачности, а потом до красивого золотистого цвета. Не торопитесь. Лук должен стать мягким, сладковатым, ароматным. В самом конце добавляю щепотку сахара. Это поможет луку карамелизоваться и даст дополнительную сладость. Перемешиваю и снимаю с огня. Пусть остывает. Пока лук остывает, подготовлю багет. Нарезаю его. Отправляю на гриль, так же как и черный хлеб. Слегка подсушиваю. Зелень петрушки мою и нарезаю как можно мельче. Петрушка отлично сочетается с селедкой, добавляет свежести. Теперь займемся вторым филе селедки. Его нужно нарезать максимально мелко. Сначала режу на небольшие кусочки, а потом еще раз прохожусь ножом.
В миску отправляю измельченную селедку и остывший лук. Перемешиваю. Теперь 3 небольшие отварные яйца. Их тоже натираю на мелкой терке, хотя можно просто размять вилкой, как вам удобнее. Главное, чтобы не было крупных кусков. Сливочное масло комнатной температуры, мягкое. Добавляю его в миску. Отправляю туда же нарезанную зелень. Теперь приправы. Мне достаточно черного молотого перца. Соль добавлять не буду. Селедка уже соленая, а лук карамелизированный дает сладость. Хорошо перемешиваю все ингредиенты. Получается ароматная нежная масса. Багет уже подрумянился. Выкладываю на каждый кусочек. Украшаю зернами граната, зеленым луком и веточками зелени. Получились яркие, необычные и при этом очень простые в приготовлении. Обязательно заглядывайте в описание к видео. Там я подбираю для вас рецепты, которые могут вас заинтересовать. И не забывайте заходить на канал почаще. Здесь много интересных рецептов, которые сделают ваш стол разнообразнее и вкуснее. Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!